Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Все любят деньги, кто-то больше, а кто-то чаще. Но важно, чтобы эта любовь была взаимной. Сегодня я вам расскажу об опасном явлении, которое приводит к разочарованию, а не к финансовому успеху. Наполнение сайта качественным материалом – одно из условий его высокой индексации и ранжирования в поисковых системах. Именно поэтому заказчики тщательно выбирают копирайтера, но тем не менее часто сталкиваются с ситуацией, когда текст написан плохо. Итак, как нельзя писать статьи? Первое правило – не надо писать для сайта, как для газеты или школьного сочинения. Многие люди считают, что если они хорошо писали сочинения в школе или были корреспондентами региональной газеты, например, то и со статьями для сайта справятся. Это в какой-то мере так, но только при условии, что вы готовы переучиваться. Потому что правила, по которым пишут статьи для сайтов, не такие, как для газет. А от правил написания сочинений очень сильно отличаются. И при поиске в интернете уроки копирайтинга для начинающих отдавайте предпочтение материалам, которым меньше 2 лет. Второе правило – никогда не пишите о том, о чем вы не знаете. Интернет завален текстами, где авторы разбираются настолько плохо, что их статьи противно читать. Если вы не знаете темы, прочитайте всю информацию по ней, до которой сможете дотянуться. Во-первых, это позволит вам сделать действительно качественную статью. Во-вторых, чтение позволит вам придумать 20-30 тем, которые будут куда интереснее, чем та, которую вы сейчас обдумываете. Такие статьи и писать, и продавать куда выгоднее. Третье правило. Обязательно узнайте, насколько интересна тема вашей статьи пользователям Рунета. Будет интересно им, и будет интересно и покупателям. В этом вам поможет служба Яндекс, слова помощи, которые вы узнаете, какое количество людей интересуется темой, на которую вы решили написать. Интересуются люди, значит интересуются и покупатели. Интересуются покупатели, вы продаете статью. Затем войдите непосредственно в Яндекс, введите в поисковое окно название своего текста и узнайте, сколько подобных статей уже опубликовано. Чем больше, тем хуже. Хуже для вас. Спасение есть научиться находить новые в старых и зажженных темах. Проделайте то же самое с Google. Это Яндекс может не замечать, а Google действительно знает все. Особенно если в настройках вы нажмете, например, точное соответствие. Именно так поступают все покупатели, прежде чем купить вашу или какую-нибудь иную статью. Они знают, что чем меньше конкуренция по теме, тем больше вероятность того, что купленная статья выйдет в топ выдачи. Четвертое правило. Не надо писать статью сплошной простыней. Если вы видите много строчек сплошного текста, то вряд ли будете его читать. Или не дочитаете просто до конца. Чтобы текст нормально читался, его нужно как минимум разделить на абзацы. И выделять эти абзацы не красной строкой, как это делается на бумаге, а пустой строчкой между ними. А лучше всего, если в тексте есть еще и разделы с подзаголовками, нумерованные и маркированные списки, ну и так далее. И различными способами расставлены акценты. Акценты можно расставлять, например, с помощью жирного шрифта или выделения цветом. Но во всех этих способах соблюдайте меру, и тогда посетителям сайта будет легко прочесть и понять вашу статью. Пятое правило. Не надо писать тексты безграмотно. Если вы пишете с ошибками, не стоит закрывать на это глаза, потому что это приводит к потере клиентов. Придя на сайт и увидев там безграмотно написанную статью, некоторые посетители сразу уходят. Другие остаются, но подсознательно теряют доверие. А еще некоторые ошибки, в том числе в знаках препинания, сильно затрудняют восприятие и понимание текста. Поэтому, если у вас проблемы с грамотностью, вам стоит воспользоваться услугами корректора, либо призвать на помощь Word и интернет. В Word встроена довольно хорошая программа проверки орфографии и грамматики, но не идеальная. Например, если вы напишете «всему есть предел» с буквой «и», это будет грубая ошибка. Но Word ее не исправит, потому что слово «предел» тоже есть в русском языке. Если вы сомневаетесь в написании какого-то слова или фразы, вы можете спросить у Яндекса или Гугла. И почти всегда получите правильный ответ. А для проверки уже написанного текста воспользуйтесь онлайн-сервисами. Одним из лучших считается это орфограммка. Этот сервис выявляет не только грамматические ошибки, но и неправильное употребление слов и выражений, и другие косяки в тексте. Еще один часто используемый и получающий хорошие отзывы сервис проверки орфографии – это Advega. И самое главное, никогда не работайте устав, с перепоя, пьяным или в плохом настроении. На следующий день, прочитав написанное, вы ужаснетесь, хотя в момент написания вам даже может нравиться то, что выходит из-под ваших пальцев. И что еще хочу сказать, прежде чем публиковать статью, внимательно перечитайте ее и дайте честный ответ. Было ли вам самому интересно читать свой текст? По ответу вы сразу поймете, что делать с текстом дальше. А у меня на этом все. Скоро мы с вами увидимся. Пока-пока.